Если вы направляетесь в Египет на отдых с детьми и не знаете арабского, не переживайте. У нас здесь есть педиатр, иммунолог, аллерголог, и сейчас я вас с ним познакомлю. Ну а для начала подпишитесь на канал и обязательно нажмите на темный колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, Владимир, здравствуйте. Да, здравствуйте, приветствую вас. Я педиатр-аллерголог-иммунолог Долгополов Владимир Петрович, ну или как у меня есть брендовое название, Финти-доктор. Финти-доктор, потому что детей своих я называл, когда они маленькие были, ну у меня еще малышка есть, финти-пунтиками. Ну и, соответственно, у меня такой бренд Финти-доктор. То есть, чтобы, как говорится, с заботой относиться к другим детям, ну, соответственно, я и подобрал такое название. Оно программирует на такой положительный настрой, веселый, ну и в том числе и профессиональный настрой. Как долго вы живете в Египте? В Египте я живу в течение 2 лет, вот, но онлайн-консультации я продолжаю давать по всему миру. То есть с 2016 года я проводил онлайн-консультации, ну, соответственно, мне в помощники это телефон и компьютер. Многие не знают, что онлайн-консультации на самом деле не являются чем-то таким неполноценным. Онлайн-консультация – это совершенно другой продукт, нежели офлайн-консультация. К примеру, назначили взрослому человеку препараты, просто вот такой, так скажем, кучей, списком. Вот, он лечится в течение 2 недель, ничего не помогает. Соответственно, обращается за экспертной, так скажем, консультацией, и я вот эти препараты правильно по списку расставляю, вот, и, соответственно, уже люди лечатся не, так скажем, не хаотично, а уже систематично. То есть препараты, они как усиливают друг друга, так и могут ослаблять. Вот. Есть препараты, которые могут ухудшить состояние. К примеру, это муколитики. То есть ни в коем случае муколитики, отхаркивающие, нельзя назначать вечером. А когда назначается все по списку, то, соответственно, пациент совершенно не знает, когда их принимать, и может ухудшиться состояние. Вот такой вопрос. С какими самыми частыми вопросами обращаются у вас в Египте? Ну, в Египте самый частый вопрос, ну, в отличие от, допустим, к примеру, европейских стран, стран СНГ, здесь немножечко почаще, все-таки процентов на 10, это функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта. Вот. И лечатся они, к сожалению, не такими легкими препаратами, как антинал. Это не фуроксазид, действующее вещество. Здесь есть местный житель, я называю местным жителем амебу. Вот она вызывает такое, так скажем, заболевание, которое не лечится при помощи вот этого легкого препарата, антинала. И, соответственно, приезжают сюда туристы, вот, и удивляются, почему не действуют эти препараты. Вот. И, конечно же, тут есть свой такой колорит в лечении, своя, так скажем, особенность в назначениях. Ну, поэтому, да, функциональное расстройство кишечника – это самое, наверное, частое. Потом уже это ОРВИ, сопли, кашель. А бронхиальная астма неожиданно часто, кстати, вот именно здесь. Почему? Потому что люди из Европы, из стран СНГ именно приезжают для того, чтобы лучше себя чувствовать. Самое лучшее место – это, естественно, не Каир, не столица, вот, получается, не Александрия, что самое интересное, а именно Хургада. То есть климат именно морской благоприятно влияет как на атопический дерматит, так и на бронхиальную астму. Вот, поэтому тут, как мамочки говорят, больше аллергиков, чем людей. Вот, поэтому, да, вот получается, первое – это у нас функциональное расстройство, это амеба грешит, вот, ну, плюс теплый климат, наверное, вот. Второе – это респираторные вирусные заболевания. Почему? Ну, вот потому что удивительное явление. Тут, представляете, идет эпидемия в Киеве, либо в Петербурге, либо в Москве, и меня это до сих пор удивляет, что здесь она продолжается. А почему? Потому что здесь туристы, они приезжают, и начинается там, а продолжается здесь. И то есть микс со всей Европы. Поэтому второе – это ОРЗ, ОРВИ, но со своим колоритом. То есть такой микс по всей Европе идет. Третье – это, получается, аллергические заболевания, потому что люди здесь едут лечиться. Вот. Ну, а четвертое – это кожное, потому что лишай, кошки,
гладят кошечек, берут на ручки их. Дальше, может быть, именно контакт с водой. Не всегда в Титанах качественная вода, поэтому иногда стоит использовать бутилированную воду. Ну, может быть, еще смысл не в качественной воде, а может быть, та флора, которая в Европе, в СНГ, она совершенно не та, что, к примеру, в Египте, либо в Турции. Соответственно, человек умывается, у него кожа покрывается сыпью. Ну, приходят люди, спрашивают, что же такое у меня творится. Ну, соответственно, лечение назначаю, чтобы быстро человек выздоровел. Вот, таким образом. Мгм. А где можно эту амебу подцепить? В каких местах? Там бассейн, О, это супер еда? крутой вопрос. Он мне нравится, да. Потому что мне нравится, когда человек подготавливается заранее, и лучше избежать этого заболевания. Подцепить можно где угодно, но вот, к примеру, топ фруктов, на которых действительно ягод можно подцепить, это виноград, потому что его просто трудно помыть. Вот, ошпарить кипятком, но он такой объемный, соответственно, его не всегда, так скажем, есть возможность обработать. Второе – это клубника. Почему? Потому что она такая пористая, и, соответственно, где-то в криптах вот этих вот прячется наша чудесная амеба, да. Ну и что еще? Ну и остальные фрукты, так скажем. То есть два самых таких больших героя, которые нас, так скажем, переносчиками являются. Вот, а остальные фрукты так плюс-минус. Ну, рукопожатие, наверное, да. Но это больше для мужчин, наверное. Таким образом. То есть, да, в бассейне, что вот многие переживают именно в бассейне, меньше. Почему? Потому что там обрабатывается все это хлором. Еще меньше, конечно, это у нас получается в море. В Красном море, то есть еще меньше. Рыба и другие продукты, которые термически обрабатываются, ну, практически невозможно заболеть. И вот таким образом у нас самые такие две классные ягодки – это виноград и клубничка. Владимир, вот мои подписчики, когда прилетают в Хургаду, в Египет, и, значит, пишут мне: Виктория, вместо того, чтобы сидеть на пляже, мы всей семьей сидим в туалете. Вот как этого избежать? О, это действительно очень интересный вопрос, особенно если касается семьи, так как я врач общей практики, педиатр, аллерголог, иммунолог, то есть я работаю как с детьми, так и взрослыми, поэтому очень интересная ситуация бывает. То есть приезжают родители, и действительно есть такая категория. Может быть, это случайно, рандомно, может быть, это систематично, но суть в том, что действительно вместо того, чтобы наслаждаться природой, отдыхать, вот, люди в такую ситуацию попадают неудобно, что приходится в туалете сидеть целыми днями. Дело в том, что здесь есть то есть, своеобразные бактерии. Одна из самых изученных, конечно, это амеба, которая вот, кишечные заболевания вызывает. На самом деле их тысячи, вот, и даже их как-то выявить есть такой, так скажем, вариант, когда микробную флору, пейзаж именно кишечной флоры определяет, но на самом деле даже там 200 показателей, а у нас 1000. Соответственно, ну, нужно именно соблюдать именно правила профилактики. Это мыть ручки, то есть брать вот такие вот маленькие какие-то флакончики, в них наливать, большие неудобно с собой носить. Соответственно, обрабатывайте ручки детям, вот, учите их перед тем, как поели, перед тем, как, допустим, дальше продолжить общаться, то есть пообщались с маленькими детьми, обработали еще раз ручки. Это необходимо, то есть это не навязчивая какая-то идея, потому что, находясь в другой стране, мы контактируем с чужеродной флорой, можно сказать, инопланетной практически. Вот, и, соответственно, да, такие случаи часто бывают, то есть родители сидят на горшочке с утра до вечера вместе с детьми, и порой даже не хватает 2 комнат туалетных, поэтому, да, то есть правила профилактики – это обязательно. Дальше исключить, наверное, таки виноград все-таки, потому что в нем очень часто встречается эта кишечная инфекция, вот эти вот бактерии сложно обработать. Далее у нас клубника, конечно, сложно помыть, потому что там вот эти вот крипты. Вот. Ну и в принципе и все. Это самых два таких, так скажем, агрессивных переносчика. Вот. А что касается другого, ну это все те же самые правила практически, что и соблюдают туристы в других странах. Это бутилированная вода, ни в коем случае не из-под крана, ни в коем случае... Тут она опасная у нас, да? Тут зависит от того, как часто обрабатывается, сколько добавляется
именно хлорсодержащих веществ, но обычно это хлорсодержащие вещества. Как часто меняет фильтры, то есть бывают фильтры уже замученные, уставшие, вот, и, соответственно, то есть конкретно от отеля, конкретно от компаунда зависит от, ну, так скажем, возможность заразиться бактериальной инфекцией, кишечной инфекцией. Бывают такие семьи у меня в случае встречались, что настолько сильно на них реагируют, точнее, они реагируют на эту инфекцию, что им приходится пораньше уезжать. К примеру, запланировано на месяц где-то вот их отдых, вот, хотя давно уже планировали, а приходится уезжать, к примеру, через неделю. Вот, потому что местные препараты, к примеру, метронидозол содержащие, довольно-таки тяжело переносят. А здесь других, в принципе, нет. Мгм. Таким вот образом, да. Мгм. То есть, да, и получается, в отеле много людей, как там что помоют, это такое дело, да? Ну, да, тут природа такая, что такая и важность есть у нас, и тепло очень, поэтому бактерии любят тепло, влагу, хорошо размножаются. То есть достаточно такой вот продукт типа тортика оставить где-то на час-два, и у нас, в принципе, уже колония бактерий. Поэтому, как только повар приготовил, лучше сразу использовать. Естественно, лучше использовать те продукты, которые подвержены термической обработке. Вот. Клубничка, соответственно, и виноград, их трудно обработать, не всегда удается, поэтому их лучше не использовать. Ну и бутилированная вода, то есть ручки моем, используем бутилированную воду. Вот таким образом, да. Кстати, лечение очень важно проводить, что меня озадачивает, ну и у меня такой есть подход, что я лечу всю семью. Если выздоравливает один ребенок, а родители стесняются, говорят, да нет, нет, у нас все нормально, нас не трогайте, у нас все замечательно, а родители могут быть переносчиком этой амебы, либо даже болеть, но стесняться говорить об этом. Ни в коем случае не стоит стесняться, потому что кто-нибудь играл в настольный теннис, и вот бактерия у ребенка исчезает, у родителей она остается, они заражают ребенка. И вот такой настольный теннис бактериальный, он продолжается на протяжении нескольких месяцев. Вот. Как-то был случай, что я вылечил ребенка, потом снова случай повторился, и я уже родителей начал, так скажем, колоть, выводить на чистую воду, и спрашиваю, как так? Наверное, вы сейчас болеете? Они говорят, да, даже мы не успеваем иногда до дома добежать, либо до, так скажем, нужного места, и уже это продолжается несколько месяцев. Поэтому стесняться ни в коем случае нельзя. Если обращаетесь к специалисту, это не тетя, не дядя, не друг. Как говорится, это тот человек, который решает вашу задачу. Вот, поэтому стеснение ни в коем случае не, так скажем, забываем при встрече с врачом. Мгм. Владимир, а что бы вы посоветовали семьям, которые направляются из наших стран, из Европы в Египет? Посоветовал бы, конечно, что оставить препараты, наверное, европейские, да, потому что здесь хватает и местных, они очень высокого качества. К примеру, в России намного хуже жаропонижающие. Это знаю как врач, который работал в Санкт-Петербурге. К примеру, стандарт – это назначение скорой, то есть примите препарат, и через час-полтора часа он подействует. Нет, здесь препараты действуют буквально жаропонижающие через 2-5 минут. Вот, поэтому жаропонижающие препараты можете не брать. А если дело касается, допустим, Европы, в принципе, по качеству препараты те же самые. Соответственно, в Киеве европейские препараты, они такие же качественные. Вот. С собой брать обязательно бутилированную воду. Ни в коем случае не использовать воду из-под крана. Даже если вы в чайнике обработали, то, в принципе, эта вода все-таки более техническая, нежели питьевая. Дальше обязательно берите с собой панамки, шляпки, средства от загара. Можно и здесь купить. Но дело в том, что если вы знаете места, где можно это взять, панамки, шляпки, чтобы не получить солнечный удар, соответственно, хорошо. Если не знаете, то берите свои панамки, шляпки и средства от загара с SPF 50. Первое время, если вы гуляете по городу, то есть в Египте, вам необходимо использовать график. То есть утром гулять с самого раннего утра можно до 11 часов, а затем уже довольно-таки жесткие уже лучи, солнце не такое ласковое, и далее уже с 5 до вечера, соответственно, можно гулять.
То есть необходимо, да, при помощи вот такого нехитрого метода избегать солнечного удара или теплового удара. Всем известно, что в Египте очень хорошие лекарства. Что вы скажете? Да, в Египте, то есть есть закон, что ни в коем случае нельзя подделать препараты, это очень строго карается. И, соответственно, препараты довольно-таки высокого качества и по адекватной цене. То есть в 3, в 4, а то и в 10 раз дешевле, чем европейские, и в то же время они очень качественные. Поэтому с собой препараты, в принципе, брать никакого смысла нет. Здесь они прекрасного, так скажем, качества. Ну вот то, что мне нравится, Кантафивер, это ибупрофен, вот, в концентрации 200 мг на 5 мл. Вот. И, в принципе, и по вкусам, по вкусовому, так скажем, качеству, и по быстроте действия буквально 2-3 минуты, может быть 5 минут, и он работает. Если брать российские препараты, конечно, я не то чтобы это не чувство патриотизма, а меня интересует здоровье взрослых и детей. Часто применяют именно вот российские препараты, именно жаропонижающие и противовоспалительные препараты, и ждут, когда оно подействует. Вот. И действуют они спустя 40-50 минут, а то и час. Вот. За час наши нервы, нейроны горят. Мы думаем, почему же так, что же такое происходит. Человек только попадает в стационар, а препарат начинает действовать. Вот. Поэтому, по сути, европейского качества препарат и другие, в принципе, и Цитал, и Бруфен, и Кантафивер, и Диклофенак, но он реже используется в Европе, потому что профиль безопасности ниже, но вот эти первые два препарата, ибупрофен и процетанол, точно не следует брать сюда какой-то, потому что здесь препарат как минимум не хуже. А теперь такой вопрос. Психическое состояние детей в Египте отличается от психического состояния детей в наших странах? Ну вот я точно скажу насчет Санкт-Петербурга, а выводы сделайте вы, наверное, сами. Представьте себе, ребенок, либо взрослый, чтобы собраться в школу, вот Петербург взять, он должен одеть первый слой одежды, второй слой одежды, одеть какую-то непромокаемую, соответственно, верхнюю одежду, курточку, обязательно плотный капюшончик, вот, ботинки. Вот, пока он соберется, это уже нервное расстройство у мамы. Это не так просто детей собрать. А на прием к врачу это просто вообще жуть какая. Это если их двое-трое, то это проще врача вообще вызвать. Вот, и, соответственно, из таких моментов, которые вроде бы незаметны, которые врачи даже упускают из виду, на самом деле и составляется психическое, психологическое здоровье родителей, детей. Пока мы соберемся, пока одного одели, другой раздевается, видите ли, в углу. Вот. Наверное, если это учесть, взять, допустим, Египет, одели тапочки, одели шортики, маечки, и вот, пожалуйста, вы уже, так скажем, приехали на приеме. Ехать далеко не надо. Касаемо Хургады, тут никаких пробок практически не бывает. Взять, допустим, крупные города, Киев, Санкт-Петербург, Москва, может быть, и европейские страны. Вот, пробки вам, как говорится, обеспечены. А тут спокойненько доехали, и, соответственно, дети в хорошем настроении, родители в хорошем настроении. Погода тут погоду неинтересно смотреть. Вот, тут погодой нужно наслаждаться, да, то есть 27-30 градусов круглый год, и замечательно. Вот, поэтому, конечно же, оно влияет, погода, на состояние и взрослых и детей, когда вечный дождь, к примеру, Лондон, наверное, может быть, и Финляндия та же самая ситуация, в Санкт-Петербурге, вот если взять прямо, я в Санкт-Петербурге вел прием, если взять Мурманск, у меня много консультаций с Мурманска, там, в Вьюгу собрать ребенка, как колобок его одеть, вот, это одна ситуация. Другая ситуация, если вы по солнышку, по такому легкому ветерку идете на прием, конечно же, это другой уровень комфорта, и другой уровень психологического, так скажем, нашего состояния. Владимир, с какими жалобами обращаются родители осенью? Угу. Вопрос интересен, потому что я провожу как офлайн-консультации, это приемы вызова, так и онлайн-консультации. Поэтому, если касаемо онлайн-консультаций, и много у меня консультаций с Европы, со стран СНГ,
Вот. И, соответственно, у них все, так скажем, стандартно, что привычно моей практике. То есть в осень-весна – это респираторные вирусные заболевания зачастую. Вот. А что касаемо консультаций очных в Египте, то здесь, в принципе, как раз-таки осенью такой стык, именно перекрест, именно заболеваний респираторных и заболеваний кишечных. Поэтому действительно, если летом больше кишечных заболеваний, а респираторных, так скажем, минимум, то сейчас одинаковое совершенно количество как и кашляющих детей, так и с поносом. Вот. Лечу я взрослых, ну, соответственно, я уже просто много работал в педиатрической сфере, поэтому говорю про детей, на самом деле я имею и в виду взрослых. Вот, поэтому вот таким образом именно. Владимир, ну вот у меня тоже есть сын, и вот у меня такой вопрос. Как лечить кашель? Да, вот сейчас и заболеваемость именно связана с кашлем, и ларингиты пошли, сейчас волна ларингитов, что в Киеве, что в Санкт-Петербурге, что в Москве, то есть онлайн-консультации даю, поэтому знаю, что творится и в других странах. Вот, и часто стараются в обход моему администратору задать, так скажем, мне напрямую вопрос, такой короткий. У нас кашель, как лечить? Вот. Представляете, существует много видов кашля. Это влажный, это сухой, это такой, так скажем, смешанный кашель. Утром один вариант, вечером другой, с одной мокротой, с другой. Вот. И, соответственно, на такой вопрос, чем лечить, без полного разбора ситуации, что предшествовало это, кто окружает, так скажем, что за эпидемиологическая обстановка, нельзя ни в коем случае отвечать, потому что это нужно подобрать для каждого человека препарат. И вот, к примеру, вы, наверное, знаете, что существуют препараты от кашля. Но в этом и заключается юмор. Никто не знает, какие препараты от кашля, так скажем, подобрать навскидку. Дело в том, что мы называем это препарат от кашля. На самом деле есть препараты отхаркивающие, муколитики, блокаторы кашля периферического действия, блокаторы кашля центрального действия. И каждый нужно именно, у каждого своя ниша. Вот. И для каждого кашля нужно подобрать один препарат, сказать, когда его можно использовать, а когда ни в коем случае нельзя. Когда его, допустим, после какого препарата лучше применять, а после какой препарат именно ухудшит состояние вместе, если будете использовать с, так скажем, отхаркивающими. К примеру, дать препарат, если уже пациент лечит и лечит своего ребенка отхаркивающими препаратами. И тут меня он же спрашивает, что а какой препарат мне дать ребенку, чтобы заблокировать кашель, ну, чтобы перестать кашлять. И я вот, если, так скажем, если бы я провоцировался таким вопросом, я бы сказал, да, вот такой блокатор кашля, центрального действия, периферического действия назначьте, и состояние ребенка улучшится. Вот. А как оно улучшится? Получается, назначили препарат, который увеличивает количество мокроты, тут же мы блокируем кашель, мокрота увеличивается, она не отходит, и вот у нас бронхит на второй, на третий день, либо пневмония. Поэтому такие вопросы, казалось бы, простые. А вот у меня кашель, посоветуйте моему ребенку препарат от кашля. На это, как говорится, кратко, ни в коем случае нельзя отвечать. Вот. И именно такой простой вопрос, казалось бы, требует разбора где-то 45-60 минут, чтобы мы с вами разобрали причину, как с этим бороться, какие препараты в содружестве используются, в какое время суток можно применять или нет. К примеру, назначили муколитики отхаркивающие на ночь, ребенок кашляет или взрослый мучается, вот, и не получает ни сна, ни отдыха, вот такое вот мучение. Поэтому это очень важный, серьезный вопрос, на который ни в коем случае нельзя отвечать коротко. Нужно полностью всегда разбирать его. Угу. А вот, несколько слов. Главные причины кашля. Главная причина кашля, да, и этот вопрос очень важен. Почему? Потому что кашель на самом деле бывает и аллергический, бывает совершенно неожиданно. Это ребенок проглотил лего, либо что-то такое. Слава богу, лего делается, так скажем, они рентгеноконтрастные, то есть на именно аппарате, на рентгенаппарате, либо на МРТ можно увидеть. А есть лего, которые не настоящие. Вот, кстати, чем они отличаются? Тем, что они не рентгеноконтрастные, соответственно, мы можем не увидеть. Поэтому лего впереди на шаг немножечко других.
Вот, бывает причина, ребенок заглатывает свои же, так скажем, выделения из носа. Вот. Бывает вариант, когда бактериальный, ну, самые крупные такие причины, бактериальный, вирусный, аллергический и народное тело. Поэтому, когда говорят, меня просят, дайте короткий совет по кашлю, нам нужно именно исключить все остальные виды кашля, выделить тот, который, так скажем, причину вызывает агент, и, соответственно, уже ориентируясь на это, назначать лечение. Мгм. Так, ну и вот напоследок такой вопрос. Вы кого-нибудь знали из... Не так спрошу, как я хотела задать вопрос. Знакомы ли вы с женщинам, которые, приехав в Египет, стали более счастливыми? Вот. Вот. Ну давай, это ж моя любимая тема. Ну, Мгм. Владимир, ну и вот напоследок такой вопрос. Знакомы ли вы с женщинами, которые, приехав в Египет, стали более счастливы? да, интересный вопрос. Знаком, что самое интересное, так скажем, на встрече с мамочек, вот, и обсуждался там такой вопрос, почему вы здесь находитесь. И мне, точнее не мне, а нам женщина в таком зрелом возрасте рассказала. Она довольно-таки длительное время страдала, так скажем, я не психолог, поэтому, так скажем, простым языком для вас, ну, в принципе, вам, чтобы и понятно было, страдала плохим настроением, депрессия была, вот, и как-то ей психолог, интересно, и психотерапевт, интересно, ей дал совет, езжайте именно в ту страну, в то место, где вы чувствовали себя хотя бы некоторое время счастливой. Вот. И она, соответственно, вспомнила, когда она была в отпуске, когда она отрешилась от своих, так скажем, дел. Она риэлтор, и, соответственно, это, ну, понимаете, бизнес, это требует постоянного какого-то нервного напряжения психического, психологического. И вот она именно в Египте поняла, что она вот здесь как-то спокойно, уравновешена, и стресс ее не нагоняет. Вот таким образом, да, интересный вопрос. Интересно. Плюс один такой момент нужно учесть, почему люди чувствуют здесь эйфорию. И если это северная страна, Норвегия, может быть, северные районы Германии, в России Мурманск, Санкт-Петербург, вот такие вот прям, Финляндия тоже, люди прям чувствуют эйфорию. Я попал в сказку. Бывают такие состояния у людей, что депрессия, слабость, вялость, недомогание, какое-то вот чувство какой-то агрессии, неудовлетворенности. И мы ищем какую-то причину в окружении нашем, либо в себе. Ну, искать причину в себе отчасти это правильно. Почему? Потому что на самом деле такие состояния бывают связаны с витамином D, то есть его не хватает. А приехав в Египет, у нас довольно-таки легко получить от солнышка этот самый недостающий в северных странах витамин D. Магний, соответственно, микроэлементы – это в фруктах, овощах и так далее. Вот. Соответственно, в мясе тут более доступно. Получить именно такую белковую пищу, не именно вот эти хлебобулочные изделия бесконечные, которые мы потребляем, привыкли, быстренько взяли. А тут очень дешево морские продукты, креветки, рыба и так далее. Соответственно, человек сюда приезжает и чувствует какой-то сумасшедший прилив энергии. Ну, понятно, потому что питание у нас совершенно другое, солнышко нам светит и дает витамин D, поэтому действительно место, то есть очень даже сильно влияет на наше психологическое состояние. Мгм. Ну, поэтому сюда так женщины и стремятся, наверное, да? Ну да, такая ловушка. Они думают, ага, это место влияет. Ну да, действительно, место влияет. И фрукты в доступе, и овощи. И не нужно нам переживать, что завтра будет дождь или сегодня. А в Петербурге, к примеру, или в Хельсинки мы не знаем, что будет в следующие полчаса. Сейчас солнышко, через 20 минут у нас проливной дождь. Поэтому более такое, так скажем, предсказуемый у нас график дня. Вот. Витамин D вырабатывается. А что дает витамин D? Он дает прилив энергии. То есть у нас сила на все появляется, у нас нет слабости, вялости, недомогания. Мы утром становим, как говорится, встаем бодренькими. Вот. В Хельсинки, в Санкт-Петербурге, ну вот представим себе, получается, солнышко появляется когда? Да, оно может вообще не появиться. Вот. А вообще рассвет в 10, в 11, а закат в 15. Ну, вот такой ужас.
И тут солнце, все яркое, зелено, соответственно, люди расцветают, да, отдыхают от этих сумрачных туч. Я даже знаю несколько историй таких, что женщины долго не могли забеременеть, у них был диагноз бесплодия, и здесь беременели. О, да, тут получается, я с этим знаком. Почему? Потому что я как педиатр, получается, принимаю эстафетную палочку от акушеров-гинекологов. Кстати, очень люблю сотрудничать с акушерами в том плане, что понятна логика событий. И интересные такие случаи бывают, да, либо они дают витамины, если уж совсем женщина загружена, дают комплекс витаминов, чтобы женщина попила, но сбалансированный. Вот. Либо советуют и витамины принимать, и фрукты, овощи, и, соответственно, использовать климатотерапию. И да, действительно, такие истории мне рассказывали акушеры-гинекологи, потому что я с ними периодически встречаюсь, делюсь опытом, они делятся опытом. И да, действительно, здесь женщина, к примеру, в Египет приезжает и удается забеременеть. Ну, то есть с супругами приезжают, ну, таким образом. Если нет супруга, можно египетского мужчину найти. Здесь их много, правильно? Ну, наверное, это женщину виднее, я как-то узкий специалист, не буду уж там советовать. Ну вот, да. Много на себя брать не буду. Ну да. Ну, возможно, и так, наверное, так. Так, ну теперь, наверное, пусть подписчики пишут комментарии, вопросы, а мы с вами встретимся в следующий раз. Да, самое интересное, на самом деле глупых и ненормальных вопросов не бывает. Бывает на самом деле несерьезное отношение, допустим, к специалиста к этим вопросам. То есть любой вопрос важен, и любой ваш вопрос мы постараемся разобрать. Да, координаты доктора Владимира под видео. Пишите, звоните круглосуточно, да? Ну, практически да. Я люблю шутить немножко. Да. С уважением, врач-педиатр, аллерголог, иммунолог Долгополов Владимир Петрович или просто Финти-доктор. До новых встреч. Владимир, а у вас такая кофточка интересная, никогда не встречала таких. Это кофточка по индивидуальному заказу, такая рубашечка. Ну вот если здесь Нового года, так скажем, в теплом краю не найти, то вот он у меня вот есть, пожалуйста. Ага. Это для того, чтобы ребенок и взрослые, то есть родители, себя чувствовали комфортно. Вот они, Деда Мороза, у меня есть с хомяками, со всякими кошками, собачками. Вот дети смотрят, а я их, соответственно, сам осматриваю. Ну вот, у нас такой заморский хомяк. Вот. И в игровом режиме я осматриваю детей, это намного упрощает мне прием, особенно с малышами. Вот таким образом. Ну что ж, на сегодня все. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, время и энергию. Все координаты под видео. Пишите, и да будет вам счастье!